Привет, друзья! Это наш третий эпизод, в котором мы хотим поздравить троих наших друзей, прошедших полный Ironman, и мы посвятили стихотворение этому знаменательному событию. который сочинил Сергей. А друзья являются для нас примером. И мы тоже скоро пройдем Ironman. Видим ясные картины. Триатлон, 3 дисциплины. Словно тройка среди равнины скачут виды спорта вдаль. Начинаем мы с заплыва и на великах ретиво, а потом бежим красиво. И самих себя не жаль. Многие в том прославлялись, тем от прочих отличались. К счастью, все в живых остались. Ян Фродена круче всех. Только вот какая штука. Глядь, почти на нем мамука. Топчешвили прет не слабо, воз сенсаций, без потех. А еще отмечу душу я пейсмейкера Илюша. Вкладывал Мажухин волю и пространство создавал. Разные здесь встретишь лица, хоть политика разнится, но всем следует стремиться, чтобы не слабел накал. Только Игорь вот Ефремов, айронмен среди айронменов, дал Господь ему таланта, да великие мозги, но притом мужчина скромный. Дружба, юмор, дар огромный, образ железобетонный и пример большой руки. Как тут в стороне остаться, бешенством не пропитаться, дотянуться не стараться до натруженных высот? Вредные привычки в прошлом, нет дороги мыслям пошлым, стану правильным, дотошным, тренировки и вперед. По секрету мысль запала, триатлона уже мало. Ну а может быть не вяло, подключим четвератлон? После марафона броска шать за шахматную доску. Сколько неги, сколько лоску, юмор в главную полоску. В нем-то каждый чемпион. Поздравляем, дорогие друзья, с прохождением полного Ironman. Мы с Сергеем тоже собирались поехать в Австрию для того, чтобы поддержать наших друзей, но, к сожалению, буквально за неделю до этого мероприятия я открыла паспорт и увидела то, что у меня закончилась виза. Внимание к деталям, друзья, это мощнейшее оружие на пути к достижению успеха. Как мы не попали в Австрию, это пример того, как детали ударили по нам. А как мы ударяем по деталям, это другой пример. Недавно я покупал дорогостоящий автомобиль в салоне, как водится, попросил скидку, но менеджеры сказали, что этот автомобиль идеален, который я заказываю, это лучшее из того, что на сегодняшний день можно приобрести за деньги, поэтому разговор о скидках как минимум неуместен. Я говорю, хорошо. Когда автомобиль приехал, я стал его внимательно разглядывать и увидел в лобовом стекле маленький то ли пузыречек воздуха, то ли волосок, и спросил сразу менеджера, как вы считаете, волосатый автомобиль – это идеальный автомобиль или нет? Менеджер потупился и сказал, что все-таки нет. Я говорю, хорошо, тогда я вижу 3 варианта развития событий, если не согласны, поправьте меня. Первый вариант – верните мне деньги. Второй вариант – дайте мне мой идеальный автомобиль, то есть без волос. И третий – дайте мне ощутимую скидку. Менеджеры посоветовались и дали мне ощутимую скидку. Таким образом, я здесь заработал несколько тысяч евро сразу просто за внимание к деталям. Чем предлагаю, друзья, тоже всегда пользоваться себе во благо. Впечатленный таким радостным событием, 3 автомобиля продал, можно сказать, своим друзьям, потому что я был так рад, что 3 моих знакомых тоже приобрели аналогичные автомобили, и таким образом мы расстались очень довольные друг другом, автосалон и я.